Ребят, всем привет! И сегодня у нас на обзоре светодиодные лампы от топового производителя, от компании Osram. На тест пришли, сразу скажу, лампы как в цоколе H7, так и в цоколе H4, поэтому сегодня я покажу максимальное количество фар и поставлю данные лампы, и, соответственно, вам дам максимальное количество информации по разным автомобилям. Меня радует, что вот в эту индустрию начали заходить такие крупные игроки, как компания Osram, в том плане, что это доказывает тот тренд, что происходит постепенно вот эта революция в плане света и смена устаревших галогеновых лампочек на что-то более новое, что-то более прогрессивное. И, соответственно, сегодня поэтому мне очень интересно посмотреть на результаты лампочек от компании Osram. Итак, если говорить о стоимости данных ламп, то мы переходим на официальный интернет-магазин Osram, osramonline.ru, находим вкладку «Светодиодные лампы» и видим, что на момент съемки видео стоимость ламп составляет 3980 рублей. Это, ребят, очень близко к стоимости ламп с AliExpress, только здесь мы видим уже 2 года гарантии, соответственно, мне тем более интересно посмотреть, как светят данные лампы, потому что 2 года гарантии это достаточно много, и стоимость их не зашкаливает, как это часто бывает у дорогих брендовых ламп, при том, что 2 года мы, кстати, имеем и на H7, и на H4 лампочки, то есть на любые цоколи из этой серии Osram дает 2 года гарантии. Если смотреть из характеристик, то использование оффроуд, об этом на этикетке четко и внятно написано. Цветовая температура 6000 кельвинов, яркость 2000 люменов, страна Китай, ну понятно. Про гарантию 2 года я в принципе уже сказал. Лампы имеют активное охлаждение. Я все больше прихожу к мысли, что это одна из самых оптимальных конструкций для того, чтобы все-таки тепловой режим был не такой нагруженный. Но вот, ребят, какой момент меня особенно порадовал. Я уже выкладывал в Инстаграме сравнительные фотографии с предыдущими лампами, и вот что мне особенно понравилось. Если мы возьмем лампу F3, которая имеет мощность где-то 45 Вт, ну в реальности там где-то в районе 35, здесь, кстати, в районе 25 у Osram, и это прикольно для рефлекторных фар. Что мне, ребят, понравилось? Смотрите. И вот, ребят, наверное, сейчас вам хорошо видно, насколько меньше у Osram площадь чипов. Это должно положительно сказаться на том, как светит данная лампа в рефлекторных фарах. Вот, собственно, этим я предлагаю заняться. Сейчас буду тестировать лампы сразу вместе в одном тесте H7 и H4, для того, чтобы вот именно вы имели представление, как светят данные лампы в тех или иных фарах. Итак, ребят, первую сравниваем H7 лампу осрамовскую и сравню ее в линзе. Да, ребят, понимаю, что в линзе тягаться ей с F3 будет крайне сложно, но, тем не менее, мне все-таки интересно, как светить будут вот эти светодиодные лампы относительно топового же осрамовского галогена. Соответственно, сейчас показываю вам по прибору показания галогена топового, а потом ставлю светодиодную лампу, и мы тоже смотрим и понимаем, как они вообще себя ведут в линзе. Сейчас, ребят, поставил вот 150-й Nightbreaker, вот одна из этих лампочек. И сейчас он у меня стоит вот здесь вот внутри фары от Sportage. Ладно, включаем прибор, смотрим на потребление 13,2. Вот при этом напряжении я и буду тестировать лампы. Итак, лампа горит, соответственно, смотрите, прибор опять же настроил, светотеневая граница есть. Это у нас Nightbreaker. И давайте смотреть касаемо результатов. Где-то 30,6. Окей, у нас есть результаты Nightbreaker. Вот здесь решил сразу, ребят, писать результаты 30,6. Во-первых, чтобы вы их видели. Во-вторых, меньше потом тратить время на обработку. Это у нас именно Nightbreaker. Плюс 150%. Сейчас ставим вот эту лампу H7 и смотрим, сколько она дает. На холодную, ребят, смотрите, жрет 13,2, умножаем на 1,86. Давайте я сразу покажу. 13,2 умножаем на 1,86.
получаем где-то 24,5 ватта. Ну, я вот сюда напишу 24,5 ватта. Это у нас на холодную. Да, ребят, почерк у нас такой, как у врача получился. Ну ладно. Давайте смотреть, что у нас получается. Светит она, ребят, таким холодноватым светом. Ну вот 6000 кельвинов. Светотеневая граница, естественно, у нас ничего не изменилось. Гораздо более широкий пучок. Поэтому, ребят, даже если в центре у галогена будет вот в той дырке примерно столько же, сколько и у галогена, ширина, конечно же, будет гораздо больше. Ладно, давайте мерить. Ну, 22,7. В принципе, это было мною прогнозируемо, потому что не дотягивает мощность лампы для того, чтобы в центре дать такую же освещенность, как и у обычной галогеновой лампы. Итак, тут запишем 22,5, 22,5, и мы уже видим, что, ребят, это, конечно же, меньше, чем показания галогена. Да, пучок шире, но в центре все равно проигрывает. Ребят, проводить тесты на нагрев этой лампы сейчас уже смысла особого я не вижу, потому что ну, при данной мощности, в принципе, я это и предполагал, что ей будет крайне тяжело конкурировать с лампами F3, которые там на 10 с лишним ватт мощнее. Поэтому предлагаю перейти к самому интересному, то, ради чего, собственно, я и делаю этот тест, а именно поставить ее в рефлекторную фару и посмотреть, насколько будет правильная светотеневая граница. И, соответственно, вот основные мои надежды на данную лампу касаются именно рефлекторных фар. Итак, вот, ребят, у нас рефлекторная фара от Duster. Вот кто не верит, здесь даже написано Duster. Фара рефлекторная, у фары нет даже никакого торцевого колпачка. И вот как она светит. Тоже видна некая неравномерность, в центре вот более яркая вот здесь вот такая область. Сейчас, ребят, я поставлю камеру на штатив и не буду менять ни выдержку, ни, соответственно, вообще никакие параметры камеры, чтобы вы могли максимально корректно сравнить равномерность и вот именно освещенность. Итак, выключаем. Включаем. Ну, как я вижу, светотеневая граница все-таки немного размыта, но здесь есть возможность именно регулировать, то есть вращать лампу для того, чтобы найти оптимальное положение. Так, давайте, ну вот на мой взгляд, это примерно положение вот это. Это, ребят, в принципе, положение, при котором просто провод, ну, на несколько градусов он от вертикали отклонен, то есть чуть-чуть вправо, совсем чуть-чуть. Вот данное положение лампы. Ладно. Сейчас, ребят, надо будет что сделать? Сейчас я хочу сделать замер по освещенности у данной лампы и посмотреть, как она все-таки с найтбрейкером, с обычным, с галогеновым, так сказать, соотносится. Лучше, либо не хуже. Ну, в общем, сейчас ставлю прибор, делаю замеры, и мы тогда получаем еще информацию касаемо данной лампы. Итак, прибор я поставил. Соответственно, смотрите, светотеневая граница. Она есть, но она не такая, естественно, четкая, как на линзах. Вот здесь вот слева прям видно, что тут чуть выше, чем требуется. Это есть такой момент, это точно. Но давайте смотреть касаемо именно освещенности. Итак, где-то 53,3. Вот такие дела. Сейчас поставим галоген и посмотрим. Мне даже самому интересно. 53,3. Вот сюда я напишу 53,3. И сейчас посмотрим, сколько будет у галогена. Итак, найтбрейкер я поставил. Давайте смотреть.
И вот, ребят, просто еще раз показываю. Смотрите, изменилась СТГ. Сейчас я перерегулирую фару, соответственно, и сделаю уже более корректный замер. Слава богу, фара это позволяет. Вот она шестигранником. Итак, вот, ребят, я фару перерегулировал. И давайте делать теперь замер. И здесь мы получаем где-то 36,9. Ну, LED, получается, светит действительно ярче, даже в нагретом состоянии. 36,9. Так, вот сюда я запишу 36,9. Итого получаем 53 на светодиодных лампах и 36,9 на топовом галогене. Итак, краткий итог по Дастеру. Сейчас пойдем на другие фары. В принципе, да, действительно, прибавка в свете есть, прибавка значительная, потому что это не линза, а рефлектор. Но светотеневая граница, она все-таки более размытая, чем у галогена. И помимо того, что вы действительно видите ярче дорогу, все равно ослепление встречным водителям будет больше. Это факт. Итак, это, ребят, уже фара от Калины. Вот она, тоже рефлекторная фара. И здесь уже лампа стоит с наклоном. Вот вы видите, она немного уже в сторону. Светотеневая граница мне здесь не нравится от слова совсем, потому что она какая-то косая, то есть она под наклоном. Вот. Ну, показываю вам сравнение. Сейчас посмотрим, светодиодную лампу поставим и оценим, как с ней будет. Выключаем. Включаем. Да, тут что-то пока, мягко говоря, тоже все не идеально. Давайте попробуем ее повращаем и попробуем что-то найти. Ну вот, ребят, нашел я тут такое положение проводом вверх. Так, ну, ребят, какие мысли по поводу вот калиновской фары H7? Честно говоря, не очень нравится. Светит, безусловно, она ярко, но не так правильно, как я бы хотел. В Дастере там гораздо лучше была светотеневая граница, как на галогене, так и, соответственно, на вот этих светодиодных лампах. Ладно, пора переходить к тестированию ламп Osram на фарах H4, посмотрим, что будет там, и, собственно, у нас тогда будет наиболее полная картина по ним. Погнали! Итак, ребят, следующая фара это у нас Solaris H4. В него я тоже буду ставить найтбрейкеры. Вот одна у меня в руках, вот это плюс 150 найтбрейкер, абсолютно новый. Сейчас будем ставить, посмотрим, как светит. И потом поставим уже вот светодиодную лампу от Osram и тоже посмотрим. Итак, ребят, включил. Ну, тут мы видим прям такую достаточно грустную картину в плане СТГ-то, да, есть четкое, но прям такое все очень неравномерно, все. Ну, не мудрено, что многие владельцы как раз Солярисов, в общем-то, они и жалуются на свет, потому что свет действительно не так, чтобы хорош. Ладно, давайте поставим LED и посмотрим, как вообще будет получаться свет именно в Солярисе. Какой будет получаться свет именно в Солярисе. Лампу, ребят, сразу ставлю проводом вниз, а там, как говорится, будет видно, надо ли ее будет регулировать. Итак, включаем. Тут пока мы видим хрен пойми что, если честно. Я даже не понимаю, почему так. Но давайте. Вот. Все. Чуть-чуть, ребят, вот провод, вот этот вот. Чуть-чуть от вертикали, опять же. Вот вертикаль, вот от вертикали. И таким образом мы получаем светотеневую границу. Ну, тут уже видно, что намного все это ярче, чем даже топовый галоген. И, в принципе, светотеневая граница мне, ребят, нравится. Она здесь есть, она достаточно хороша.
И давайте, ребят, второй момент, посмотрим, именно оценим освещенность от ледовской лампы и найтбрекера на фаре от Solaris. Это H4, совсем другой тип лампы, в отличие от H7, поэтому крайне интересно сравнить показания именно найтбрекера H4 и светодиодной лампы Osram. Вот она стоит, светодиодная лампа. Давайте покажу светотеневую границу. Вот, ребят, она есть. И давайте по освещенности. Ух ты! Блин, ну это, конечно, шикарно. 74, ребят. Это реально очень много. Это реально очень много в плане света. Прям много. Ну, давайте здесь запишем где-то вот 74. Ребят, вот здесь такой моментик 641.93. Это код, вот я здесь ошибся, это код не от H7, а H4. Вот я подписал 641.93, потому что если мы на нее посмотрим, вот они, две упаковки. Это цоколь H7, вот он код 642.10. А вот 641.93 это касаемо H4 лампы. Вот она. Это я только сейчас заметил. Ну, что, ребят, могу сказать. Я, конечно, уже давно снимал видео, что H4 лампы это самые выгодные лампы в плане прибавки света. То есть замена их на светодиодные дает максимальный результат. Но вот такого давно я не наблюдал, чтобы 70 с лишним люкса в центре было. Это, ребят, очень много. Это, ну, прям реально много. Владельцы штатного LED курят в сторонке. Ладно, давайте посмотрим, сколько будет давать найтбрекер обычный галогеновый плюс 150, и тогда уже будем делать выводы. Итак, вот одна лампа опять заняла свое положение в фаре. Вот она вот там вот стоит. И самый интересный момент, пойдемте смотреть. Кстати, ребят, вот чуть-чуть приподнялась СТГ, сейчас я перерегулирую фару, чтобы замер был максимально корректным, и тогда уже посмотрим. Все, регулировку я сделал, и давайте теперь смотреть показания. Ну, где-то 31,5, 31,6, где-то вот так. Итак, записываем сюда 31,6. Ну и, ребят, что мы видим? Блин, в два раза ярче в центральной точке освещенность от светодиодной лампы. Вот она, осрамовской. Так что, в принципе, ну, да, владельцам Солярисов однозначно эта лампа, она, так сказать, улучшит свет, это 100%. При том, что она по габаритам, она помещается внутрь вот этой крышки, и с этим даже проблем нет, чтобы положить туда драйвер и закрыть родной крышкой. Ну и, ребят, самый интересный для меня момент, это стоит ли данную лампу ставить, соответственно, в Авеху, и даст ли она мне какую-то прибавку, во-первых, а второй, будет ли меньше вот та неравномерность, которая меня немного напрягает на лампах F3. Поэтому сейчас я ее ставлю и, соответственно, смотрим, ну и потом подгоняем приборчик и посмотрим, что у нас там получается по люксам. Ребят, вкратце напомню, что в Авехе на F3 меня не устраивает немножко вот то темное пятно, которое наблюдается вот там вот по центру. И все бы хорошо, но слишком оно не такой, ну, получается неравномерная засветка дороги. И вот хочу я попробовать данные лампы, чтобы сравнить с показателями F3. Ладно, сейчас меняю и смотрим, что у нас будет. Итак, ребят, сейчас я тут немножко темновато, но я просто хочу сразу вам показать. Кажется, ребят, удалось мне победить вот это затемнение в центре. Вот только что я сейчас поставил лампу.
И давайте смотреть. Да, она стала сильно ниже, чем Nightbreaker. Ну, то есть, но это вопрос решается с регулировкой. Но вот в центре теперь нету этого провала. Сейчас я еще ее немножко покручу для того, чтобы как-то найти максимум. Наверное, это будет, ребят, вот так. Да. Скорее всего, вот. Вот смотрите, там теперь нету провала, там все вот более-менее равномерно, и, соответственно, ну, видно, что ярче, опять же, чем Nightbreaker, но сейчас я фары отрегулирую, и мы уже увидим показания на заведенной, соответственно, на отрегулированной фаре. Вот выставил светотеневую границу на фарах, и давайте теперь посмотрим. У F3 показания были где-то в районе 40, а вот у того Nightbreaker, который сейчас светит вот туда, на заведенном было где-то в районе 20. Так, давайте смотреть. О, 62. Блин, ребята, это прям значительная прибавка. Но вот как раз, видимо, из-за того, что нету никакого затемнения вот в центральной области, которое было при использовании ламп F3. Сейчас еще раз посмотрим. Да, где-то 62 с копейками. Это прикольно. По сравнению с 40 на F3, то есть это значительно ярче. Вот так, ребята, это выглядит из машины. Именно на заведенном двигателе. Вот я специально его завел. Сейчас, секунду, вам покажу, что она заведена. Ну, надеюсь, вы и слышите. Вот там обороты видны. В чем суть? Блин, ну реально есть СТГ, нормально. И реально светит намного ярче, даже чем Nightbreaker, который под напряжением. Соответственно, больше. Вот еще раз показываю дальний. Да, там есть некоторое затемнение, я его реально вижу, но я готов с этим мириться ради значительного улучшения ближнего света. В общем, я пока оставляю лампы H4, вот эти светодиодные от Osram. Они для меня оказались таким наиболее лучшим вариантом. Видно, что светят ярче, потребляют меньше. Пока буду кататься с ними. Если кому интересно, ссылка на лампы будет в описании. Переходите, смотрите, оценивайте, взвешивайте все за и против, соотноситесь с другими тестами и, собственно, делайте свои выводы. А на сегодня у меня все. Извините за такой хронометраж, он достаточно был большой, но очень хотел рассказать об этих лампах в одном видео, чтобы не растягивать, так сказать, этот видос на несколько видосов. Ладно, все, ребят, вы поняли. До новых видео.